Всем доброго дня! Приветствую вас у себя на канале и в очередном влоге. Сегодня у меня влог со Жлобина. Вот так вот выглядит техникум сферы бытового обслуживания. Это лицевая сторона, вход центральный, ну лицевая условно, да. Центральный вход, елочки, здания. Здесь же есть общежитие, много разных профессий. Мы в свое время нашли его через интернет. Находится на Весте. Вест — это меховая фабрика, территория меховой фабрики. Вот здесь вот находится сама фабрика и еще одно швейное предприятие по пошиву по производству, точнее, спортинвентаря. Так вот выглядит территория, большая парковка, ну и все, что с этим связано. Даже есть парковка для скутеров и велосипедов. Здесь школа номер 2. Обычный микрорайон, спальный район Жлобина. 3-й микрорайон. Такой небольшой скверик, парчик. Скамейки интересные здесь. Скамья примирения. Дальше. Скамья знакомств. Прикольная штука. Это у нас скамья знакомств. Вот так вот выглядит. Сейчас мы находимся на Красной площади города Жлобина. Перед нами находится стела воинам-освободителям Второй мировой войны. Шваляй, рассказывай. Ну, бабушка рассказывала, что здесь на вокзале оккупировали немцы и варили немцам, солдатам своим конину. И это раздавали солдатам пищу, и все, и нанимали рабочих, и занимали этой... Ой, я люблю так рассказывать. И, короче, потом перегоняли людей. Вот бабушку отправили догнали со Жлобина на Пинские болота, и партизаны потом освободили. Партизанов освободили. Жесть, конечно. То есть, получается, какой-то завод тогда стоял? Нет, завода я не знаю. Бабушка говорит, просто когда оккупировали немцы, то здесь создали эти. И, короче... Угу. А вот это что за здание красное? Раньше было здесь дискотеки были. Типа клуба местного? Да. Ага. Конечно. Похоже, как кинотеатр какой-то, знаешь, советский. Кинотеатр туда дальше. Дальше. Здесь просто как типа сельсовета. Ага. Создавалось уже после войны. Ну, оно видно, что послевоенные постройки. Такое здание, как будто бы, знаешь, не сельсовета, как его называют. Ну, а здесь вот, я же тебе говорю, Что-то похожее вот. забирали, формировали, где слабые, где это. Отсортировка, Да. У кого на Германию отправляли сильных, а те, которые слабейшие, Городской центр культуры Жлобинский. О как. Так вот он выглядит. Флаги. Ага. Это как аллея славы, типа нашей возле ОДК, да? Да, тоже типа аллея. Или она здесь по-другому называется? Вот что название, я не знаю. У нас она ДК сюда идет, возле химиков. Ну, в принципе, она тоже здесь возле ДК находится, получается. Или даже района Гомельской области, звание Героя Советского Союза. До 1958 года служил в Советской армии. Да. Отличался при освобождении Украины, Польши в боях на территории Германии. Донецкая область. Западного Буга даже. Угу. Ну, это Украина. Да.
Это Донецк, Луганск современный. Долго прожили, 80 лет почти. 81 год. Для тех лет немало. Участник битвы под Москвой, освобождение Беларуси, Прибалтики, бои на территории Пруссии. Лихо. За деревню Ленхевен. Фен. О, ничего говоришь. Герой Советского Союза посмертно. Да, здесь. Угу. У каждого своя история, блин. Ну, только интересно почитать. А Щедрин это где? А тут он за Жлобина. Это ваш район получается, да? Жлобинский район. Да. Днепр. Боровинский район Гомельской области. Звание героя посмертное тоже. Угу. Городской поселок Стрелище. Стрешине. Это... Если вот ехать сюда, потом оно заворачивает на Соломоя, и потом заворачивает. там другая ветка получается, Да, дальше. да. Это за Соломин получается, если от Жлобина ехать, да? Нет, ну не за Соломоном, наоборот, ближе. Ближе, да, там, получается? типа, Там развилка такая, да? развилка Ага. идет. Тоже рядом получается Да. со Жлобином. Это получается ваши, в основном ваши жлобинские здесь. Ну, я сама спасибо. А ты типа наша местная, Светлогорская? Да. Ты родилась в Светлогорске уже, да? Да. У меня батька со Светлогорска сам. Баженов Анатолий Васильевич. 2099. Уроженец Читинской области, ну. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 году. Жил и работал в деревне Перьевичи. Это тоже Жлобинский район, Да, получается. Но я такой Я Жлобинский район не знаю вообще, поэтому... Я в Жлобине бываю раз в пятилетку. Да, вот это Стрешин, еще Щедрин, вот я знаю, что потому что я ездила туда с бабушкой на автобусе, там автовокзал. А ну тут садились. рядом автовокзал. Да, это получается бабушкина, как она, не заловка, как она, сваха жила там в Щедрине. Это моего дядьки, тетка, ну, Анина мама, в деревне Щедрин жила, мать ее там жила, она сама оттуда. Шкуняев. Деревня Новая Корма, это тоже под Жлобином получается. Да, Корма. Это по автобусной трассе, по-моему, по автомобильной. Я видела Новая Корма. Да? Да, как вот трасса на Жлобин новая, вот это, ну, за мостом. По-моему, я здесь где-то видела название похожее. Она там развилка, она в сторону уходит, как дорога. Она не именно на трассе, она в сторону, указатель стоял. Указатель на это, там, указатель стоял там на Новую Корму. Она, ну, она не на трассе стоит деревня, там указатель. Там вторая. Да, оно вот туда идет за Стрешином, Корма. Руденко. Это что же? Деревня Кирова. Родня. Деревня Кирова. МТС, руководитель. Новая жизнь, Житковицкий район, заслуженный механизатор Беларуси. С такого года как 24-го. Ну, в принципе, ребенок военный ребенок военных лет это получается. моя бабушка 24 года. Звание Героя Социалистического труда присвоено в 1958 году. 15 лет было. Ну, да. Ну, тогда в этом возрасте партизаны много уходили. Да. Такие 15-17 лет. Герой социалистического труда. Тоже социалистический труд. У бабушки. Совхоз Мормаль. Ну, это возле нас получается. Совхоз Мормаль. Деревья Забродье. Моей бабушки мама с Мормаля. И бабушка с Мормаля. Там тоже не Сама. маленькая деревня Да, получается. она уже вышла замуж. И да. Так осталось жить. То есть, посмотреть, каждое село друг с другом пересекается. Да, Кто-то кому-то да. кум, брат, сват, родственник. Или, по крайней мере, знакомые. Козлов.
Деревня Кирова это. Вот это я тоже не знаю. Это Кирова, не знаю. Успехи на Христиан двумя орденами Ленина, Октябрьской революции, медалями. На Гомель ехать, там Кирова, по-моему, тоже деревня. В сторону Гомеля? Угу. Последний на сегодня. Деревня Старая Рудня, участник Великой Отечественной войны, председатель колхоза имени Кирова. Звание Героя социалистического труда присвоено в 1966 году. В 2000 году умерла. Аллея Героев Советского Союза и социалистического труда. О, наша. Вишневская Мария Федоровна. Герой социалистического труда. Родилась в деревне Солоное, птичница совхоза Жлобин. Награждена орденом Ленина, золотой, серебряной, 4 бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Звание Героя социалистического труда присвоено в 1966 году. Это ваша землячка, получается. Угу. Она чуть старше твоей бабушки, получается, немногим будет. Примерно лет. Ну, почти ровесница. Ну, то поколение, она 10-летка считает, одно поколение. 10 лет почти. Конопляников тоже фамилия знакомая у нас в деревне постоянно. Да, тоже родился в деревне Солоное. Тоже Солоное. Совхоз Жлобин, тракторист. 29-й год рождения. Это что такое? Раньше был он председателем. Председателем был в колхозе? Да. Ты его еще помнишь, да? Бабушка рассказывала, да. Вот как бывает. Да. Слушай, я тебе бабушки, по-моему, тоже конопляников. Да? Девичья? Севченко. Белорусский физик, академик АНБССР. Доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Лихо. Лихо, говорю. Трович, 23-44. Деревня Степы. Тоже где-то здесь за Жлобином у вас. Погиб в боях за освобождение Польши. Участник советско-японской войны, представляешь, 45-го года, командир 12. Ну, это вообще реликвия Барташов. Угу. 12-й штурмовой дивизии, да. Советско-японской. Об этой войне вообще мало не понимают, не говорят о ней. Но. Хотя, ну, блин, неплохо было. Погиб при исполнении служебных обязанностей. То есть за штурвалом практически. 532 боевых вылета. Угу, нехило. 9 году это 14-9, 45-го, да. В сентябре 45-го. 9 мая освободилась полностью. Сколько еще? Нет, война еще продолжалась. Она да. длилась, она как раз таки осенью закончилась. С Союза ушли. В Японии еще, в стороне Японии она продолжалась. Стала независимая. Да. Это где-то она еще не была закончена. 3 июля она закончилась, да? Жлобин. Командир эскадрильи штурмового авиационного полка. Угу. Жил, работал в Бобруйске. 15.05.46 тоже где-то взорвал 12 складов с боеприпасами, когда освобождались, да? Видишь, она еще год даже длилась. 15.05.46 года после войны жил и работал в городе Бобруйске. Она же не то, что там 9 мая, она 45-го закончилась. Это просто мировое соглашение было подписано. По факту она еще продолжалась. Бобруйске. Деревня Майская. А это тоже Жлобинский район? Не знаешь, да? Решение по на берегу реки Днепр. Новые Петровцы. Вышгородский район Киевской области, это Украина. Этого я не знаю. Заградье, я тоже не знаю. Азия. Даже не
из организаторов партизанского движения Беларусь. Звание Героя Советского Союза в 1942 году. Председатель Президиума Верховного Совета БССР. Деревня Верхняя Алба. Тоже незнакомое название. Вот так вот. Звание Героя посмертно. Не кисло, конечно. Румынии. При освобождении Венгрии. Погиб при освобождении Венгрии. Да, 24 присвоено звание 24.03.45 года. В 44 году погиб. Угу. Совсем. Все молодые. Ну, даже 30-ки, наверное, Мгм. было, да? Мгм. Да не было. 26-20. 28 лет, по факту. Все молодые. Кинотеатр «Родина». Скоро анонс. На другом берегу, на экранах в сентябре. Ну. Типа до военного времени, получается, фильм. Типа освобождения вот как Беларуси, Западная Беларусь. Мгм. Вот это вот То есть что-то типа док-фильма на реальных событиях, такое Да. художественное направление получается. Ну, Надо будет глянуть, когда премьера его будет. да, его вот рекламируют по телевизору. Скоро, но вот я вот не видела, когда. В сентябре там висела в афише. Мгм. Парк? Да, да. Парк Приднепровский? Правильно называю? Но здесь дорога, здесь машины ездят, да? Угу. То есть она не перекрывается. То есть здесь парковка и все остальное, да? А автобусы сюда не заходят? Или это только просто... Вот сюда и автобус, и все. Только туда и автобусная дорога, да? Ага, это на Солодой, получается... Получается, как у нас на Метков, вот до городской, да? Как у вас здесь на Солодой. Вот спортивный этот. А ничего, что мы так ходим? Это типа большим людям большая дорога. Слушай, давай, наверное, сойдем все-таки. Скажи, этот красиво. А это что за здание? Да, наверное, это. Спортшкола? Или, может, уже другое сделали. Мимо доска подсчета? Или... Гвидон Степан Сушкевич, основатель, первый директор детско-юношеской спортшколы Жлобина. Ага. Да, спортшкола получается. Ага. Прикольно. За здоровый образ жизни. Ага. Про Жлобина не знаю, мне все интересно. Абсолютно. Это новая церковь получается. А как она называется? Знаешь? Не скажу. Я уже, ты знаешь, что после такого времени, да, вот Жлобинская, так я не помню тоже, как она называлась, я малого крестила, там написано. А там старая получается. Да, там старая. Там сейчас только деток есть. Мгм. Службу еще, наверное, вот эти, когда умрут, отпевают. За упокой, за крещение, Да. свадьбы такое ритуальное все обряды Да. делают только, да? А так по воскресеньям старой церкви службы уже не идут, да? А? По воскресеньям старой церкви обычные службы уже не идут. А я не знаю. Вот ты знаешь, что точно не могу сказать. Может, Что служба. как бы они недалеко друг от друга находятся, по идее. Относительно недалеко. Домик вот этот красивый, вот. Вообще классный. В таком месте возле речки, парковая зона, типа. Прикольно. А там пляж, как я понимаю, дальше, да? Тут сразу и пляж, и парк. А здесь парк, вот да? это парк, да. Я говорю, Жлобина даже, хоть и ставили для карусели. Ну вот оставили парк. Тут и карусели тоже у вас есть, Да, получается, в парке. И он постоянно здесь, этот парк, находился, да? Да, да. 15-30. Нормально. В принципе, сейчас у нас по-хорошему еще есть. Да. Ну, тут мы полчаса обойдем быстро. Спустимся.
Блин, приедешь, города как города. Парк везде, а у нас нет. А это что получается? Типа уличного кафе, да, походу. Столики стоят внутри. Но оно в таких местах не нужно, хотя бы простая кофейная даже. Вот пересидеть в кофе попить того же, пока дети, допустим, гуляют. Да, или самим на прогулке того же кофею. У нас блинчики, масленицы, все ходили. Ага, там где 3 медведя было, помнишь? Вот это вот постоянно масленицы, постоянно там те же блинчики жарили. Стелла героям Союза войны. Пограничникам всех поколений. 45-2020. 73 век. Да, да. Погранцам к 75-летию Победы этот. Забыла, как называется. Вот Стелла сама. Вот, мозгов нет. Пограничные войска, вот. Это получается сцена, да? Ага. Это мероприятие массовое проводится, да? Ага. А там что? Аттракционы, да? Да. Ну, видишь, молодцы, аттракционы оставили. Новые сделали. Они стационарные, то есть не привозные, да? Стационарные аттракционы, да? И клумбы интересные, вот. Я понимаю, вот хотели бы даже машинки вот эти сделать, да? И вот никто на средства не бюджет не выделится. Хотя ходили и все подписи собирали. Вот они строят этот новый, типа парковые зоны. Они начали вроде строить, и кинули. И кинули. Вот хотя бы что-нибудь поставили бы, да. Сейчас этот новый тоже старается что-то сделать. Это вот немножко эту оставили, как их, ну, как их называют. Забыла. Большая какая-то. И маленькие еще две. А вот это за сеткой что? Как-то ограждено, но непонятно. Ну, это, ну типа грязная зона. Ну, такое курение запрещено, наверное, на территории именно аттракционов, насколько я понимаю. Да, автодром с машинками, да? 1 000 000 лет в парке не было, не поверишь. Администрация, здание администрации маленькое такое совсем. Администрация парка. Ну, действительно, стационарные карусели, они еще остались. И лодочки со времен Советского Союза, наверное, со времен Советов. Колесо обозрения маленькое, детское. А здесь, видимо, надуваются батуты. Аттракцион надувной пневмокачели. Надувной батут, пневмобатут. Видимо, надуваются. 1 000 000 лет не была в парке. Но тем не менее. У нас в городе когда-то тоже были подобные карусели, но их уже давно снесли во времена царя Гороха. От них остались только воспоминания. А здесь вот еще есть комната смеха. Вот эта зона для селфи. Очень смешно. Прикольно. Прикольная вещица. Код. Беларусь 2023. Игры страны СНГ Беларусь 2023. Раньше был мишка, сейчас кот. Теннисный стол. Железная дорога. Наверное, от железной дороги уже, наверное, ничего не осталось. Не видно ее. Вот такие вот штуки, не знаю, как они называются. Наверное, ездят, крутятся ракушки. И вот там такая штука. Забыла, как она называется. Тоже дорога.
паровозик. Такие паровозики они раньше катали по парку. Просто ездили по парку. А там крутилка такая. А, здесь вот паровозик такой. Он ездит по рельсам. Он стоит. Я его сразу не заметила. Веселые горки, вот как они называются. Ну, прикольно. Мини-экспресс для маленьких деток. Ну, прикольная вещь, конечно. Мы просто раньше по парку ездили. Наверное, сейчас ездят. А мы пойдем дальше. Немножко воспоминаний из детства. Касса. Касса номер 2 на аттракционе «Аквариум удачи». Ну, а мы идем дальше гулять по городу. Новая аллея в новом микрорайоне. И новая скульптура. Давайте посмотрим, что за она. Прочитаешь, что за она? Я не вижу. Отчизна. Не видно, размыто. Скульптура солдата с автоматом. Как называется, не прочесть. Жаль. Беседки мне такие нравятся. Прикольные. Угу. Дворец культуры металлургов. Большой. Только что пустых деревьев нет. А жалко. Он давно здесь стоит? Да. Давно, да? Вот как металлург построил здание. Большой стеклянный. Интересно, что там внутри. Ну, как-нибудь загуляемся. Раньше здесь, по-моему, был, знаешь, что, наверное, спорткомплекс, Спорткомплекс здесь на месте его раньше. как вот у нас в КХ, типа вот такого что-то такое А, было. типа местного ДК. Да, ну не ДК, а вот что-то такое было. А потом уже, когда металлург построился, уже... А вон там кафе «Металлург», да, с той стороны. Здесь мы сразу гуляли. Но мы подгуляем здесь уже в другой раз. Ну, а я возвращаюсь уже домой. Надеюсь, вы приятно провели со мной время. И мы встретимся уже с вами в новых влогах. Всем удачи и добра. До новых видео.